Армия в столице. На улицах города действует Нацгвардия. Что нужно сделать, чтобы образцовый порядок не превратился в хаос? Путин снова пытается обмануть весь мир. Состоится ли встреча на Аляске? И кто прилетит в российском самолете? Взрыв на крупнейшем химическом заводе континента. Десятки раненых, черный дым и риски для мировой металлургии. Десятки украинцев и белорусов выдворяют из страны. Путинская мина в отношениях государств в самом центре Европы. Зебры Орбана. Почему венгерский премьер скрывал свой роскошный дворец с подогреваемой брусчаткой, пальмами и частным зоопарком? 3 месяца до полноценной войны. Вашингтон договорился с Пекином об отсрочке, но остановит ли это занесенный кулак? Эти и другие самые главные события утра среды, 13 августа. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Небо над штатами закрывается. Федеральное управление гражданской авиации США объявило о перекрытии воздушного пространства над крупнейшим городом Аляски – Анкориджем, в день запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Даже опубликовано уведомление о перемещении VIP-персоны. С 15 августа над городом будет действовать запрет на полеты в радиусе 30 миль, это около 48 километров, и на высоте до 5,5 тысяч километров. Ограничения снимут 16 августа. Очень короткий срок. Будет ли результат от этих переговоров, да и состоятся ли они вообще? Для Путина это шанс вновь продемонстрировать международный статус России после лет изоляции, особенно со стороны Запада. Он сможет выставить Москву добросовестным переговорщиком, хотя на деле это не так. Ну и, конечно, если прилетит. Для Трампа это возможность укрепить свой образ эффективного миротворца после череды неудач в попытках завершить войну в Украине. Это одна из ключевых задач Кремля перед саммитом Трампа и Путина в Аляске – выдвинуть неприемлемые для Украины предложения, чтобы представить Украину как несотрудничающего и неблагодарного партнера в мирных усилиях Трампа. В свою очередь, это может также создать и усилить раскол между США и европейскими союзниками, которые последовательно подчеркивают важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. Для самой Украины важность момента в другом – это еще одна возможность подчеркнуть, что войну нужно прекращать, но на условиях, которые будут определены с ее участием, а не за ее спиной. Взрыв прогремел так, что дрожали здания, а черный дым поднялся над всей округой на крупнейшем коксохимическом заводе Северной Америки, расположенном к югу от Питтсбурга, вдоль реки Мононгахила. Погибли 2 человека, еще не менее 10 получили ожоги и другие травмы. Это была трагедия. Взрыв. Предположительно, в реверсивной комнате между 13 и 15 батареями. И некоторые люди, возможно, получили травмы, возможно, тяжелые. Я сочувствую им и их семьям. Я просто очень опечален всем этим. Инцидент произошел рано утром. По словам очевидцев, в момент взрыва затряслись строительные леса, затряслось все здание, а потом мы увидели темный дым. Это была цитата. Взрывы и их отголоски были слышны даже в соседних населенных пунктах. Завод принадлежит корпорации US Steel и работает с начала 20 века, обеспечивая каменноугольным коксом металлургическую отрасль. На предприятии трудится более 1000 человек, и взрыв вывел из строя 2 батареи, но производство не остановили. Завод продолжил работу. Руководство пообещало провести тщательное расследование причин трагедии, пока детали неизвестны. Россия разыгрывает старую карту – столкнуть Украину и Польшу лбами, пока все ждут окончания войны. По словам премьера Польши Дональда Туска, это не стихийные конфликты, а тщательно спланированный сценарий, написанный Владимиром Путиным, его агентами и, как он подчеркнул, местными идиотами. Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами, всегда теми же.
Все это звенья одной цепи, цель которой посеять недоверие между союзниками. На фоне этих слов в Польше расследуют акт вандализма на памятнике жертвам Волынской трагедии, где неизвестные оставили надпись, посвященную УПА, и красно-черный флаг, который запрещен в Польше. А в апреле Украина впервые за много лет провела эксгумацию останков польских граждан, убитых в 1945 году во время тех событий. Более того, скандал на национальном стадионе в Варшаве после концерта белорусского рэпера Макса Коржа получил продолжение на уровне правительства. Премьер-министр Польши заявил, что в отношении 63 человек начаты процедуры по выдворению из страны. Они должны будут покинуть Польшу добровольно или принудительно. Среди них 57 граждан Украины и 6 граждан Беларуси. По словам Туска, речь идет о замешанных в беспорядках, агрессивных действиях и провокациях во время концерта, что, по его мнению, потребовало немедленной реакции. Туск отметил, что суды уже вынесли наказание в случаях, где были зафиксированы нарушения закона, но подчеркнул, нельзя допустить разжигания антиукраинских настроений. По данным варшавской полиции, во время концерта задержали 109 человек за хранение наркотиков, нападение на охрану, использование пиротехники и незаконное проникновение на территорию мероприятия. В преддверии встречи на Аляске, которая может стать прологом к прекращению огня в Украине, Дональд Трамп начинает новую войну – войну с преступностью в Вашингтоне. Но первой целью в этой битве президент избрал бездомных. Хозяин Белого дома хочет, чтобы они покинули город, а потому он ранее написал в своей социальной сети: «Бездомные предсказуемо недовольны таким решением». Дайте нам жилье. Как вам такое? Просто дайте людям, которым нужен дом, крышу над головой. А вы ведь просто хотите бросить нас на съедение крысам. На специальной пресс-конференции Трамп пообещал выдворить представителей зарубежного криминала также, а местным пообещал нерадостные перспективы. Это список лишь некоторых из тех преступников, которых убрали с улиц Вашингтона в эти выходные. Они были суровыми и жесткими. Но мы будем суровее и жестче. Также Дональд Трамп пообещал отправить патрулировать улицы Вашингтона не только полицию, но и Национальную гвардию. Мобилизация 800 ее бойцов уже объявлена, подтвердил шеф Пентагона. Вы увидите, как они выйдут на улицы Вашингтона на следующей неделе. По вашему указанию, сэр, мы готовы задействовать и другие подразделения. Трамп пообещал при необходимости мобилизовать и 10 тысяч гвардейцев. Управление местными правоохранительными органами президент поручил руководителям федеральных ведомств, членам своей команды. Семьи приезжают сюда каждое лето. Наши музеи бесплатны. У нас есть национальный зоопарк. У нас есть национальная галерея. Вашингтон должен быть местом, куда каждый может прийти и почувствовать себя в безопасности. В июле Трамп подписал указ, который облегчает арест бездомных, а на прошлой неделе направил сотрудников федеральных правоохранительных органов на улицы Вашингтона. Торговая дуэль США и Китая взяла неожиданную паузу. Дональд Трамп продлил тарифное перемирие с Пекином еще на 90 дней, шаг, который может как спасти глобальную экономику от нового удара, так и стать затишьем перед бурей. Я только что подписал указ, который продлит приостановление тарифов в отношении Китая еще на 90 дней. Все остальные положения соглашения остаются без изменений. Об этом президент США заявил в Truth Social, подчеркнул, что все прочие условия остаются без изменений. Новый крайний срок масштабного повышения тарифов перенесен на 10 ноября. Думаю, продление будет продолжаться и дальше. По крайней мере, до тех пор, пока Си и Трамп не смогут встретиться лично. Но даже после этого, когда они зададут тон и подтвердят, что переговоры все еще возможны, мы, вероятно, продолжим видеть разные уровни продления. Возможно, по отдельным секторам, возможно, по категориям тарифов и так далее. Переговоры будут идти долго и активно, потому что проблемы слишком сложные. Напомним, еще весной обе страны обложили товары друг друга пошлинами свыше 100%, подталкивая мир к опасной черте. Китай в ответ также продлил приостановку тарифов. Ранее Трамп намекал, что Вашингтон и Пекин близки к торговому соглашению, и он готов встретиться с Си Цзиньпином до конца года, если сделка состоится. Мы поговорили обо всем этом с экспертом по экономическим вопросам Иваном Усом. 2 апреля ввел Трамп повышенные таможенные тарифы на продукцию этих стран, и сказал так: я приостанавливаю, дальше ведем переговоры до 31 июня.
31 июля настало, Трамп ввел повышенные тарифы касательно стран, с которыми не договорился, но Китая там не было, потому что с Китаем был договор договариваться до 12 августа. Не договорились до 12 августа, вариант был первый – ввести повышенные пошлины, как и касаемо других стран, против кого этот шаг был предпринят. Вариант второй – продолжить переговоры, то есть, опять-таки, позитивно, что переговоры с точки зрения мировой торговли, давайте так, что переговоры эти продолжаются, а не введены какие-то жесткие меры. Потому что сценарии и тот могли присутствовать, но это был бы большой удар по экономике Соединенных Штатов Америки. Уже даже сейчас прогнозируют, что будет падение ВВП США именно из-за поднятия тарифов. В Венгрии разразился громкий скандал. Независимый депутат Акош Хатхазии опубликовал видео недостроенного поместья Виктора Орбана в Хатванпусте с пальмовым садом, частным зоопарком, подземными коридорами и подогреваемой брусчаткой, чтобы премьеру не пришлось чистить снег. Эту историю с частным зоопарком и зебрами в нем уже сравнивают со страусами бывшего президента Украины Януковича. Что плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом? На снимках подземный кирпичный тоннель, соединяющий здания, солнечная электростанция, фонтаны, аллеи, пруд, библиотека и даже вольеры с экзотическими животными. По словам Хатхазии, у рабочих на стройке отбирают телефоны, а за попытки сделать фото угрожают. Где-то мы уже такое видели, правда, но в Сочи. Депутат устроил экскурсию к тщательно огражденной территории, и тысячи венгров пришли посмотреть на зебр. Животных оказалось так много, что ограждение и охрана не справились. Зебры, антилопы и буйволы бродили в поле зрения толпы. Национальное управление по розыску и защите активов сможет запрашивать всю информацию в органах, выдающих разрешения, и в управлении охраны памятников, а также заслушивать инвесторов и рабочих, работающих на строительной площадке Виктора Орбана. Сам Орбан называет объект фермой своего отца, но документы об энергосертификации говорят, что строится жилой дом. Оппозиция уже пообещала расследование активов премьер-министра за последние 20 лет, включая это поместье. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.